Друзья, всем привет, с вами Михаил, авиаблогер из Екатеринбурга. Сегодня 14 ноября, вылетаю по новому маршруту на моем канале, но уже из известных аэропортов. В аэропорту Минвод я был ровно 6 лет назад, в ноябре. Сегодня лечу авиакомпания Азимут, сухой суперджет, естественно. Вылетаю в 19:50, прилетаю в Сочи через 65 минут в 20:55, соответственно. Сейчас за моей спиной находится аэропорт минеральных вод Новый терминал, который уже готов процентов на 80, и в следующем году ожидается его открытие. Температура плюс 6 градусов, достаточно прохладно по ощущениям. Сейчас я вам покажу, как выглядит новая аэропортовая площадь, которая здесь модернизируется, и идут масштабные строительные работы даже в такое темное время суток. И посмотрим уже знакомый многим терминал. Там и прилеты, и вылеты, целый комплекс зданий. Сейчас производятся масштабные строительные работы. Здание имеет некоторые выпуклости. Здесь аэропортовая площадь пока тоже формируется. Я тут не вижу скамеек, но они должны быть, конечно. Там вы видите терминал вылета. Это временное здание, я так понимаю. Дальше терминал прилета. Мы его посмотрим чуть позже получше. И тут, видимо, тоже это терминал вылета, я уже точно не помню. Или какое у него предназначение сейчас. Ну, наверное, вылет все-таки. Деревца. Ну, пока все, что видно. С другой стороны, тоже строительная техника, строительные работы. Там, наверное, парковка делается. Потому что вот там все машинами хаотично заставлено, и пока не очень понятно, как это все в конечном итоге будет выглядеть. Ну, наверное, какие-то схемы есть в интернете, планы реконструкции, можно там их посмотреть. Здесь, наверное, будут дополнительные мачты освещения. Хотелось бы вот здесь увидеть скамейки, конечно. Ну, фонтанов я не вижу, чтобы здесь было предусмотрено. В основном это клумбы, газоны. Ну и здесь, я думаю, что или парковка, ну да, скорее всего, парковка. Moscow, Sheremetyevo. Our kind request is to proceed. На ручной клади пассажиров, вылетающих рейсом номер 69. 16. Авиакомпания Победа. У стойки регистрации номер 1314. Attention please, passengers of Победа. Flight number 6916. Moscow, Sheremetyevo. Check-in for flight is open at the check-in desk number 1315.
Может он обратиться?
Stoil, компания «Азимут». Выполняющий рейс 6119 по маршруту Минеральные воды Сочи. Расстояние до Сочи 400 километров, время пути займет 40 минут. Наш полет пройдет на высоте 7000 метров с азимутом 244 градуса. Желаю вам приятного полета, благодарю за внимание. Также авиакомпания «Азимут» приносит вам свои извинения за небольшую задержку вылета, связанную с необходимостью технического обслуживания самолета. Не можем пристегнуть. Смотри, кто у нас тут есть. Давай смотреть. Добрый вечер, дамы и господа, также участники ветераны специальной военной операции. Меня зовут Виолетта, и старший бортпроводник экипажа. Приветствую вас на борту самолета Сухой Суперджет Stoil, компания «Азимут» на честь реки Ака. Наш экипаж желает вам приятного полета, благодарим за внимание. Good evening, ladies and gentlemen, and participants of special military operation. My name is Violetta, Pitas Archimetro. Welcome aboard the Sukhoi Superjet 100 aircraft of Azimut Airlines near Porto Aca. We wish you pleasant flight. Thank you. Дамы и господа, на время взлета мы выключаем основное освещение. Вы можете воспользоваться лампочкой индивидуального освещения, расположенной над вашим креслом. Благодарим за внимание. Ladies and gentlemen, we'll be dimming the general cabin lights for takeoff. You may use your reading light located over your seat. Thank you for your attention. Спинка кресла в вертикальном положении. Все виды электронных устройств и мобильные телефоны переведены в авиарежим или выключены. Благодарим за внимание. Ladies and gentlemen, we are ready for takeoff. Please make sure that your seatbelt is fastened. Your seat back is in the upright position. Снижается, пожалуйста, приготовьтесь к посадке. Если вы пользовались ручной кладью во время полета, вновь разместите ее на багажную полку или под сиденьем кресла перед вами. Застегните ремень безопасности. Приведите спинку кресла в вертикальное положение. Уберите откидной столик, откройте шторку иллюминатора. Все виды электронных устройств и мобильные телефоны должны быть переведены в авиарежим или выключены. Мы прибываем в аэропорт города Сочи через 20 минут. Температура воздуха плюс 11 градусов. Обращаем ваше внимание, что спасательный жилет является собственностью телекомпании «Азимут». Пожалуйста, не выносите хоть самолета. Благодарим за внимание. Ladies and gentlemen, the cabin has some the seatbelt sign over in the center.
забывайте свои личные вещи. От имени авиакомпании «Азимут» приносим вам свои извинения за позднее прибытие и причиненное неудобства. Мы будем рады новой встрече с вами. Благодарим за внимание. Ladies and gentlemen, open casual Sunday Middle. Sochi International Airport, Mr. Vitaly Sebastianov. Please stay yes, your seatbelt fasten until the sign off. Please ensure to keep also mobile belongings with you when leaving the aircraft. On behalf of Azimut Airlines, we regret of delayed arrival and flight with any resulting inconvenience. We will regret some again. Goodbye. Take care, voyage. Дамы и господа, предлагаем воспользоваться онлайн-услугами на официальном сайте авиакомпании azimut.ru. На портале компании вы можете пройти онлайн-регистрацию, заказать дополнительные услуги и получить необходимую информацию. При покупке билетов на официальном сайте azimut.ru дополнительные сборы не оплачиваются. Благодарим за внимание. Ladies and gentlemen, we offer you to use online services on the website azimut.ru. Уважаемые пассажиры, для вашего удобства железнодорожная станция аэропорт Сочи следует электропоезда, на которых вы можете с комфортом продолжить путешествие в курортные города Роза Хутор, Адлер и Сочи, а также каждому населенному пункту до города Туапсе. Dear passengers, you may join comfortable to Rosa Hutор and Sochi and take it out to the Schleifer Commuter train departing from railway station Sochi Airport. Дамы и господа, просим пассажиров, продолжающих свое путешествие с авиакомпанией «Азимут», пройти по указателям трансферных зонам. Ladies and gentlemen, the best who will conclude this flight, the Azimut Airlines are requested to proceed to transfer away following directions. Thank you. Pay attention. Так, я поддержу. Внимание, кабина экипажа, двери положения дизель, контроль двери напротив. Идет небольшой дождь, температура 11 градусов. Мы благодарим вас за выбор нашей компании для своего путешествия и будем рады новой встрече с вами. Хорошего вечера, спасибо, до свидания. Спасибо за рейс, до свидания. Спасибо.
Друзья, наконец-то прилетели в аэропорт Сочи. Рассказываю, как это было. Сначала в аэропорту Минвод мы видели строительство терминала. Там было очень темно, но что мог, я вам показал. А дальше была следующая ситуация. У нас в посадочном талоне был назначен выход номер 6. Как оказалось, этот выход на 2-м этаже. Там, когда вы заходите в чистую зону, не очевидно, что на 2-м этаже есть выходы, и что вообще есть 2-й этаж, а тем более, если вы первый раз в старом терминале, ну, в действующем, там справа есть лестница. В общем, на электронном табло также не было указано никаких выходов. Ни у нас, ни у других рейсов. Догадался я через какое-то время посмотреть в посадочном талоне, оказалось, что это 6-й выход, покрутил головой, увидел, что это 2-й этаж, пошел на 2-й этаж. Там нас собралось какое-то количество человек на этот же рейс. Мы стояли, и через некоторое время там еле слышно объявили, что у нас изменение номера выхода на 1-й, а это 1-й этаж. И мы всей толпой пошли на 1-й этаж. Приходим на 1-й этаж, наверное, я это показал. Там на 1-м этаже, на 1-м выходе было на табло информация была о том, что это вылет Азимута в Сочи. Вроде бы все нормально, но оказалось, что это был вылет, по-моему, это был вылет Победы. Через некоторое время объявили об ошибочном назначении вылета. Табло снова поменялось на Победу. И было непонятно, что делать. Или оставаться, или мы будем после Победы, или идти на 2-й этаж. Вот через какое-то время я пошел на 2-й этаж все-таки. Там было меньше пассажиров. И на табло то была информация о том, что это 2-й выход, то была информация о том, что уже посадка закончена. Вернее, не 2-й, а какой уже, 6-й получается, наверное. Или даже 1-й, я уже запутался. Ну, в общем, вы посмотрите. То наш вылет уже состоялся, то постоянно менялись выходы. В общем, непонятно. Работа аэропорта была, конечно, плохой, прямо скажу. Я такого не помню, чтобы встречал когда-то. На моей памяти не припомню. В конечном итоге все-таки через какое-то время уже объявили о том, что выход наш будет 6-й, на 2-м этаже. И люди там с 1-го этажа стали постепенно подтягиваться. Это тоже заняло какое-то время. Плюс еще, видимо, самолет задержался по каким-то причинам своим. В итоге вылет задержался на час. Летели мы минут, ну, наверное, не 40, а 45 ближе, я так думаю. На борту я вам очень планировал показать все-таки работу бортпроводников. В последнее время редко показываю, но из-за человеческого фактора, не зависящего от меня, я не смог этого сделать, к сожалению, извините. И место было у меня не у окна, поэтому тоже извините, моя соседка сидела в телефоне, это давало некоторый отсвет, и было не очень хорошо видно. Сейчас наконец-то прилетели в Сочи, как я уже сказал, Адлер. Погода здесь плюс 11 градусов. Какой сегодня день? 14, по-моему, ноября, по-моему, даже четверг, да. Кончается неделя. Я думаю, что этот обзор выйдет в конце декабря. Я так примерно планирую, плюс-минус. Вам хорошей зимы, хорошего Нового года, хороших, отличных выходных. Обзоры бывают и такими. Спасибо, что посмотрели до конца. Следующий обзор смотрите в анонсе под этим видео. Вылетаю тоже из Сочи. Это тоже будет поздний, вечерний, ночной уже рейс обратно в Екатеринбург. Всем спасибо, всем отличной погоды, хорошего Нового года. Всем пока.